Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 10 по 16 марта. Давайте узнаем, что же скоро случится или скоро произойдет, и с чем эти события ближайших дней будут связаны. У нас сегодня, как и старинный цыганский пасьянс, так и колода Таро. И, конечно, мы останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. Или какую-то свою тему продумаете, глядя на метафору карт. Давайте узнаем, с чем же будут связаны события ближайших дней, ближайшего будущего для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Смотрю я, смотрите и вы, что вам выпадает. Идем вперед в первом ряду. Вот разве что, обратите внимание, в нашем пасьянсе мы можем складывать карты, которые выпадают с краю. И это касается как по вертикали, так и по горизонтали. Так вот, крайние ряды. У вас выпадает венок, мои дорогие. И это радость. Значит, какая-то радость будет присутствовать на этой неделе. Как минимум, хорошее настроение. Или у вас что-то получится осуществить. Вы останетесь как минимум одним каким-то делом, это точно довольны. И есть сама по себе возможность, и это само по себе замечательно. Добрые перемены, мои дорогие рыбы и рыбки. Часы. Это символизирует о том, что шаг за шагом, ну как часы отсчитывают время, и постепенно вы, может быть, закрываете какие-то прежние темы. Но и это означает одновременно переход в будущее. Но это не есть, как знаете, что-то очень быстрое или стремительное, а это шаг за шагом. Перед вами открываются новые возможности. Поэтому будьте готовы к этим переменам, будьте готовы к какой-то информации. И какова бы она вам ни казалась на первый взгляд, она будет в себе содержать новые возможности. Поэтому от чего-то не отказаться для вас будет важным. Это всегда новые перспективы. Или есть какая-то тема или вопрос, опять же, венок, который означает радость, будет символизировать о том, что вы решаете, закрываете какой-то вопрос, пусть один. И это означает как завершение прежнего этапа, и все равно вот эти перспективы, они перед вами открываются. То есть решенный какой-то вопрос на этой неделе может и означать сразу перед вами раскрытие новых возможностей. Вот так я тоже допускаю. Вам выпадает замок. Это всегда закрытый путь. Конечно, у каждого по-разному. Это может означать закрытый путь в прошлое. Вот только то, что я сказала. И на пороге перемены уже, правда? Это вы действительно можете решить какую-то наболевшую тему или прояснить для себя, может быть, тот вопрос, который напоминал уравнение с многими неизвестными, а здесь все становится по своим местам. Конечно, я могу допустить, и буквально, как какая-то поездка у вас может отмениться, или закрытый путь, когда к вам какой-то человек собирался приехать, и теперь он не приезжает. Я могу допустить и такой вариант. Вам нужно было куда-то ехать, а вы не хотели, и здесь отменяется поездка, и вы остаетесь рады. Но переложите этот тонкий нюанс на свою жизнь. Все же мы все абсолютно разные. Будьте внимательны, мои дорогие. Смотрите, действительно тут есть, с одной стороны, у вас совпало, как и змея, закрытый путь. И я для кого-то могу сказать, к примеру, так. Это какой-то змее закрытый путь, правда? Такое тоже может быть.
И это приходит с каким-то молниеносным известием. Это та новость, которая, ну, поначалу может и обескуражить. Вы можете думать, что, ну, почему же вот в моей жизни так происходит? Но, тем не менее, если у вас что-то не получается, вот эти все три значения, я могу сказать, тогда все равно нужно радоваться, потому что вас, как пространство, Вселенная, высшие силы оберегают от какого-то, ну, может быть, не самого удобного случая развития ситуации, который вы не можете предвидеть или вы не можете это просчитать. А закрывая путь для вас, как судьба или Вселенная, закрывает путь вот этому злу или каким-то неприятностям, мои дорогие. Поэтому, если у вас на этой неделе, ну, не получается что-то осуществить абсолютно с точкой, как вы это себе запланировали, тогда примите к сведению, что это как задумка высших сил. Не стоит по поводу этого сокрушаться. Но, может быть, для кого-то еще из вас будет просто означать как разные совершенно события. И вот, вот этот замок, это будет как, да, куда-то вы не едете, вполне вероятно. Но и, в принципе, вы можете, опять же, где-то расстроиться, а на самом деле это будет то известие, которое, ну, где-то с элементом, может быть, даже какого-то фейка, потому что присутствует змея. Есть, ну, тот человек или тот персонаж, который словно наблюдает, о себе много не рассказывает, он находится в тени. Он может транслировать что-то хорошее, доброе, а каковы его истинные намерения, мы об этом не знаем. Поэтому что бы тут ни приходило в виде новостей, информации или даже если происходят, повторяюсь, события, которые что-то отменяют или заставляют вас что-либо перестроить, то вам, мои дорогие, это во благо. Сами по себе, может быть, какие-то персонажи, которым как и не стоит доверять, так и не стоит на них рассчитывать, отпадают. Или для вас пространство, опять же, Вселенная пытается прояснить или показать, продемонстрировать какую-то ситуацию, чтобы вы более отстраненно увидели, что же есть в реальности. Потому что добрые перемены уже задуманы. Пока с вами говорю, смотрю, что у вас еще совпало по пасьянсу. И я пока не вижу. Давайте будем дополнять картами Таро для вашего знака зодиака. Что же скоро случится или произойдет? С чем это будет связано? События ближайших дней, мои дорогие рыбы и рыбки. И вот по части неожиданности у нас первая будет карта «Неожиданность». Давайте узнаем. Неожиданные события. А вторая карта – это добрые события. Такую карту хочу достать. Это все то, что вас приятно удивит или обрадует. Следующая карта. И к чему все идет. Узнаем. Сфера ваших достижений, работы, обучения, ваш прогресс, по сути дела, и деньги. Что на неделе. И личная жизнь. Давайте откроем, что же там за неожиданности могут быть. Ну, правда, тут все, что происходит, знаете, идет своим чередом, и значит для вас так наиболее правильно. Вы могли тут мечтать или где-то, ну, кому-то, кстати, доверяться. Может быть, и тем людям, которые транслировали доброе отношение к вам, а здесь вы понимаете, а нет, дай-ка я сам буду как эта змея, или я сам понаблюдаю. Тут ведь тоже можно расценить и так. Какой-то путь закрывается, это ты будь хитрее, это ты что-то тут не прошляпь, или не будь слишком доверчивым, потому что к тебе могут приходить такие или такого рода информации, которые поначалу ставят тупик, а в твоей жизни они не имеют большого значения, или они будут как раз для тебя, к примеру, означать перспективы, а поначалу тебе кто-то подает как наоборот какой-то большой минус, а по факту это обстоит совершенно иначе. Я дважды на этом настаиваю, потому что это карта любящего человека. Конечно, королева кубков – это ваша собственная энергия, это то, что вы хотите осуществить, и радость, безусловно, есть. Это ваша собственная наполненность, но это еще и может говорить о том, что у вас есть такой же человек, который находится в ваших энергиях, который вас, мои дорогие рыбы и рыбки, очень любит, который вас воспринимает таким или такой, какая вы есть, и не пытается вас перестроить или как-то переломать под свое удобство. Вот в неожиданностях все-таки есть тот человек,
которому вы можете сказать спасибо. Или окончательно утвердитесь в том, что, а ведь правда, на этого человека я всегда могу рассчитывать. Но и это не есть какие-то неожиданности. Все же это может быть как дополнительная уверенность, опять же, в каком-то как минимум одном человеке. А даже вот если присутствуют какие-то внешние события, связанные с новостями, информацией, или с проявлением людей, с их восприятием мира или того, что происходит вокруг нас, то к вам это не имеет большого отношения или какого-то воздействия на лично ваши планы или на лично вашу жизнь. Давайте посмотрим, что же доброго пытается войти в вашу жизнь. И вот еще одна королева. Когда две королевы выпадают, всегда говорю, будьте внимательны. И здесь действительно значение змея в колоде пасьянса будет говорить о том, что вы как в зоне повышенного внимания можете находиться, потому что могут сплетничать. Или могут, это ваши, могут быть, конечно, контакты с каким-то человеком. Может быть, он и рожден под знаком зодиака, стихии огня. Это у нас Овен, Лев, Стрелец, или у кого-то это как асцендент проигрывается. Но помните тогда, что здесь тайное может стать явным. Вот это точно. Какая-то тайна может открыться по части конкретного человека. Вот того человека, который в этих энергиях, как королева жезлов, или буквально Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, у кого-то совпадет с гороскопом, но все же мы не привязываемся к гороскопу, и энергия этой карты – это тот человек, которого жизнь много раз ставила на колени. И в результате этого он о себе научился много не рассказывать, потому что он умеет хранить тайны, как и свои собственные, так и чужие. Он о себе не поведает, что же он намеревается делать, и его просчитать практически невозможно. Может быть, это вот значение змеи, примите во внимание, что действительно с вами люди хитрят. И могут вам транслировать то, что вам приятно слышать, а по факту думают они как-то иначе или пытаются вас использовать, может быть и так. Поэтому карта, с одной стороны, будет говорить все же это в доброй позиции у нас, что какой-то хитрый или чей-то хитрый план у вас теперь, ну, как наяву, как на ладони будет. И вы сможете сами уже теперь просчитывать на пару шагов вперед. Может быть, это вам словно придется надевать маску и о себе много не рассказывать, потому что, опять же, змея или сплетни, да, как я сказала, вы чувствуете, может быть, на этой неделе повышенное внимание к вашей персоне, а может быть и зависть. И поэтому сохраняйте себя. Мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, для вас тогда это будет сильная позиция. Перемены неизбежны. Но в нашу сложную эпоху перемен сохранить себя – это искусство. К чему же все идет? К празднику после победы. И это действительно как и радость, так и осуществление какого-то проекта у вас получится. По этой карте мы разделяем праздник с друзьями. Может быть, и есть какие-то контакты у вас. Может быть, и буквально какой-то праздник или гости у вас на этой неделе намечается. Или, опять же, есть какие-то возможности. Но четверка жезлов в этой колоде – это карта перспективы. И поэтому эту победу нужно переложить на совершенно новую концепцию. И мы с вами уже говорили даже по картам пасьянса, что для кого-то из вас будет решение конкретного вопроса означать открытие новых перспектив. И действительно, карты Таро это тоже подтверждают. Но эти перспективы мы должны использовать как-то по-другому, с новыми методами. И поэтому внутренняя перезагрузка или новые планы, новая стратегия, тактика, потому что что-то должно быть продолжено. Или ваша победа, она должна быть использована во благо вам самим себе. Но праздник, повторяюсь, он будет, это точно. Но вот, наверное, перезагрузка неизбежна. Это туз мечей. Я всегда говорю, это выход из лабиринта. Какая-то путаница завершается. Правда, кто-то узнает тайну. Или пусть это будет связано с конкретным человеком. Или пусть это будет внешняя информация. Но для вас это будет означать как больше понимания, к чему я стремлюсь. Или что я в реальной жизни могу осуществить. Да, по этой карте еще и проходит, как ни странно, знаете, возможность осуществить какой-то проект. Но когда мы можем изменить направление тоже. Нам мальчик показан, обратите внимание.
Он идет, и он словно сложил оружие. Он понял, что то, что он пытался либо создать, либо сделать, или во что он верил раньше, ну, претерпевает некоторую коррекцию. И ангел, изображенный на этой карте, он словно утешает и говорит: да, тебе, может быть, пришлось пройти какой-то сложный путь с ошибками. И тогда ты себя за эти ошибки не кори. Для тебя сейчас уже выход из этого лабиринта, потому что ты теперь наверняка видишь, чем ты будешь пользоваться, какими методами и в каком направлении ты точно не пойдешь. Так вот этот важный пункт ты теперь наверняка знаешь. Ну, тут действительно высшие силы вас как охраняют и одновременно, ну, где-то перед вами демонстрируют, как, знаете, разворачивают или выкладывают словно на ладони события вашей жизни в предыдущий период и понимание того, что мы будем продолжать, а в чем мы поставим точно точку и пойдем дальше. Помните, что и что-то изучать вам придется, потому что вот это новое направление. Вам придется пройти в одиночку, мои дорогие рыбы и рыбки. И не случайно мальчик, потому что как ребенок это начало чего-то нового, нового жизненного этапа в ваших достижениях, в вашей популярности. Может быть, по части перемещений, переездов. У каждого здесь своя задумка, но для вас нет ничего невозможного. Да, куда-то дверь закрывается, словно в прошлое, или какой-то прежний период заканчивается, или пусть вы куда-то намеревались конкретно переехать, переместиться, то есть поездка какая-то отменяется, но значит открывается совершенно другая, более правильная, более нужная, которая будет способствовать раскрытию ваших талантов и нового качества жизни. Действительно, и нового качества жизни. Шестерка Земли. Обратите внимание, ангел словно вам дает возможности. Да, материализм наш, что такое деньги, если мы говорим, это один из способов взаимодействия с миром. И когда деньги есть, у нас больше возможностей, это тоже важно. И для кого-то из вас это поддержка конкретного человека в плане финансов в личной жизни. Не случайно все то, что я говорила по карте Королева Кубков. Но мы знаем еще шестерка Земли, это, как, знаете, провидение или поддержка Вселенной, пространство какого-то вашего проекта, какая-то добрая возможность. У вас это выпадает на личную жизнь. Не совсем тут про любовь, хотя у кого-то могут быть пересекаться вопросы именно с решением по части вашей любви или связанные с вашей семьей, с вашим любимым человеком. Может быть, встречу вы планировали, а здесь тоже закрывается одна какая-то возможность и сразу открывается другая. Любая 6, кстати, это тоже победа. И здесь по материальным вопросам. Или по получению документов или бумаг. Может быть, важный какой-то один документ. Или важный вопрос вы опять же решаете при поддержке высших сил. Я бы сказала, благоприятное время лично для вас, для ваших стратегий, тактик, намерений и последующей вашей мечты или цели, которые вы перед собой ставите. Здесь как и люди, пусть это в лице одного человека, которые готовы вас сопровождать и в будущем, и те, которые вас любят, которые как комплекс себе заключают, как и наших добрых эмоций, так и одновременно стабильности в плане финансовом. Вкладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.